Итак, здравствуйте. Хотелось бы рассказать вам о нашей новой услуге, которая называется персональный календарь. Посмотрите, пожалуйста, как ей можно воспользоваться. Как вы знаете, у нас есть китайский календарь с туншу, то есть альманах, где можно прочитать о том, какие дела хорошо делать в какой день, какие не очень. Естественно, все то, что у нас было в бесплатном доступе, все это и остается в бесплатном доступе. Календарь не стал платным. Добавилось только добавление такое, может быть, небольшое, но очень важное, под названием персональный календарь. Посмотрите, написано персональный календарь. Это вид календаря в профессиональной версии. Есть еще пользовательская, без иероглифов. На нее мы тоже посмотрим, потому что персональный календарь, он работает и там, и там. Давайте поглядим. Нажимаем галочку «Персональный календарь». И вы видите надпись, если вы еще им не пользовались. Для расчета персонального календаря вам нужно добавить профиль и оплатить. Кликаем сюда. Смотрите. Есть два варианта оплаты. Есть пользовательский доступ. Пользовательский доступ – это когда вы покупаете одну какую-то карту. Вы можете не одну карту купить, а несколько, то есть выбрать несколько людей, для которых вы хотите считать персональный календарь, и потом между ними переключаться. Но платить вы будете за конкретного человека одного. Есть безлимитный доступ. Безлимитный доступ, он предоставляет возможность рассчитывать персональный календарь для неограниченного количества человек. То есть вы можете посчитать для 5, для 10 человек, для одного, если вам так хочется, вот сколько угодно. И период, который вы можете выбрать, это либо месяц, либо 3 месяца, либо 6 месяцев, либо год. При этом вам обязательно надо начало периода выбрать, потому что календарь устроен таким образом, что он вот этот вот оплаченный период рассчитывает и показывает вам в том календаре, который есть, которым вы обычно пользуетесь на сайте Менли. То есть надо выбрать начало периода, выбрать сам период, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год. Ну и дальше, как у нас обычно в магазине, подтвердить заказ и его оплатить. Это если вы безлимитку выбираете. Если вы выбираете пользовательский доступ, то вы не увидите здесь цен. Это многих смущает, поэтому мы их добавим обязательно на днях. Если вы слушаете видео, когда уже цены стоят, значит, мы уже их добавили. Значит, пока, когда вы собираетесь добавить себе пользовательский доступ, например, посчитать одну карту для себя, да, попробовать там на месяц, допустим. Видите кнопочку «Добавить профиль». Берете, открываете. Это профиль, по сути, это создание карты Бадзи. Да, вы можете здесь набрать фамилию, имя, отчество, ну, допустим, Иванов Иван, как обычно это делают. Да, соответственно, пол мужской, дата рождения какая-то произвольная, да, я сейчас не выбираю какую-то конкретную, а вы будете конкретно свою дату рождения или дату рождения того человека, который собирается пользоваться календарем вводить. Город, допустим, наш товарищ родился в городе Москва. Вот, сразу у нас подставляется местное время. Место проживания, допустим, пусть он живет в Санкт-Петербурге, переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Место проживания важно, потому что вам будут показываться параметры все, если вы используете местное время, да, то исходя из вот этого местного времени города проживания. Если местное время вы не используете, то можете и не пользоваться им. Что касается полезных элементов, тоже были вопросы, рассказываю. Вы знаете, что у человека дата его рождения трансформируется в карту Бадзи. Мы сейчас здесь тоже увидим, когда создадим этот профиль, сохраним. И для карты Бадзи, для каждой мы можем определить, какие элементы к этой карте полезны, какие не полезны. И если вы сами разбираетесь в Бадзи, то для вас эта строчка не представляет сложности. Вы можете взять и отметить те элементы, допустим, которые вы хотите использовать. Если вы не разбираетесь в БАЦИ, то вы можете сходить к консультанту, и консультант расскажет вам, да, ответит на ваши вопросы, плюс еще, соответственно, вы можете у него уточнить, какие же именно у вас полезные элементы.
и тоже их отметить. Если же вы не знаете полезные элементы, не ходили к консультанту, не собираетесь ходить, может, у вас нет пока этого в планах, вы можете просто здесь ничего не ставить. То есть у вас на один параметр будет меньше для расчета календаря, но ничего страшного. Да? Рекомендуется, конечно, все-таки узнать полезные элементы, потому что дни, когда полезные элементы приходят, они для вас, скажем так, наиболее плодотворные. Сохраняем этот профиль. Здесь появилась карта Бадзи. Забавная у нас карта Бадзи получилась такая. И дальше мы нажимаем кнопочку «Выбрать». И видите, тут уже появились цифры. Конечно же, как обычно, если вы посчитаете, немножечко владеете математикой, вы поймете, что за год, если вы разделите 4800 на 12, то вы увидите 400 рублей. Один месяц стоит 600. Так обычно делается, чтобы один месяц или 3 месяца, которые вы покупаете, они стоили немножечко дороже, чем год в целом. Удобнее купить на год, заплатить меньше за месяц и спокойненько пользоваться. Поэтому мы, соответственно, можем выбрать. Да, если не хотите на год, вы можете выбрать месяцы и поэкспериментировать. Нажимаем «Подтвердить заказ». Дальше, соответственно, у вас номер заказа появляется. Вы выбираете способ оплаты, какой вам нравится, и оплачиваете. После этого ваш заказ сформирован, оплачен, и вам будет прикреплен персональный календарь. Соответственно, сейчас мы с вами посмотрим, как им можно пользоваться. Итак, продолжим. Мы оплатили профиль. Теперь заходим обратно на страницу календаря. Сначала я покажу это на профессиональной версии, потом на пользовательской. Персональный календарь. Кстати, когда вы наводите на эти слова, вы сразу видите, что с июня месяца у вас оплачен доступ к услуге персональный календарь для выбранной карты. Да, и дальше вы видите зелененьким отмечены те месяцы, когда вы, собственно, можете этим календарем пользоваться. Потому что если вы кликнете, например, на февраль или март, вы там не увидите данные персонального календаря. А начиная с июня они появятся. Для того, чтобы они появились, пока их здесь нет, вы вводите человека, которого вы, соответственно, вводили в картотеку, уже сохраняли, и нажимаете кнопочку «Применить». Вы здесь видите, что у нас включен персональный календарь. Иванов Иван. Применить мы нажали. И дальше, когда мы смотрим уже на календарь, мы видим, что появились иконочки, которые крупнее, чем те иконки, к которым вы привыкли, если ими пользуетесь. Я пока не буду включать иконки. Потом включу, объясню. Сейчас посмотрим на вот эти вот персональные индикаторы. На каждый персональный индикатор в профессиональной версии календаря можно навести и посмотреть, что же здесь написано. Вы видите, если вы немножечко изучали Бадзи, да, то вы узнаете название кое-каких символических звезд. Если вы не изучали Бадзи, то это совершенно не важно, потому что корона вот такая, это у нас категория помощи. То есть, когда зеленая корона, это значит, что в этот день хорошо начинать какие-то дела, делать какие-то дела, где вам необходима помощь других людей, искать помощь и так далее. Сердечко – это у нас категория отношений. Если сердечко зеленое, вы можете, соответственно, в этот день, например, не только знакомиться проще, да, не только человек более привлекателен, но на самом деле, если речь идет не о любви, а, скажем, о переговорах, то привлекательность в переговорах, она тоже не мешает. Но может быть сердечко и красное. Вот в такие дни, например, не стоит назначать свидания важные, какие-то свадьбу. Мы с вами еще поговорим о категории важных-неважных дел. Я обязательно расскажу это в статье, потому что понятно, что не каждое дело надо уж прям так подробно выбирать по календарю. Правильно? Потому что есть дела более важные. Ну, например, свадьба. Это важное дело. Или важные переговоры, подписание контракта. А есть такое дело, как сходить в магазин, и там вам совершенно не понадобятся какие-то специальные дополнительные бонусы от времени. Правильно? Вы можете просто пойти в магазин. Поэтому, конечно же, персональный календарь, он в основном для выбора дел.
Вот этот вот значок денежка – это у нас финансовые дела. То есть если стоит зеленая денежка, значит хорошо, можно заниматься финансовыми делами. Если здесь крестик зелененький – это вопросы здоровья. Как видите, у нас любой индикатор, он может быть либо зеленым и наполненным, либо красным и, соответственно, таким без фона, потому что на черно-белой печати вам тоже сразу будет понятно, хороший это индикатор для вас или нет. Это только ваши личные персональные индикаторы, ничьи другие, именно ваши или того человека, которого вы выбрали. Потому что, например, вы можете для себя календарь купить, можете для мужа или для жены переключаться и смотреть. Потому что когда вот так будете вы кликать, да, вы выбрать профиль. Кстати, так можно редактировать, да, это я на кнопочку редактирования нажала. Вот. А когда вы сюда кликаете, у вас появляется тогда целый список профилей, если у вас не одна карта. Дальше посмотрим, какие же значки мы еще с вами не обсудили. У нас есть значок безопасности. Вот она. Чаще всего безопасность – это красный значок, то есть в эти дни надо быть более осторожным. Есть значок взаимосвязи. Взаимосвязь имеется в виду, это те дни, а также мы потом посмотрим часы, когда человек больше взаимосвязан со временем. А также полезности, то есть если вы отметили полезные элементы, они тоже будут высвечиваться в виде такого солнышка. То есть такие дни, если вы видите, что день в целом хороший, есть еще ваш полезный бог, то, соответственно, лучше всего на такой день какие-то важные дела и планировать. Можете увидеть еще треугольник, это персональный разрушитель. Он у нас специально отдельно выделен, потому что это, скажем так, категория, которую многие знают и пользуются ей. То есть посмотрели здесь на иконки. Это иконки персональные. Если мы здесь, вот в нашем «Показать, скрыть» вот в этой вкладочке включим плюсы-минусы, вы увидите иконочки, которые являются у нас сводными по дню. Потому что каждый день имеет свою характеристику. Человек имеет собственные какие-то характеристики. Его бадзи как-то взаимодействует с этим днем. А вот эти вот иконочки, которые выводятся, вы, кстати, можете их словами, например, выводить, если любите больше слова. Так вот, эти иконочки, они являются уже совмещенными. То есть вы можете, если хотите быстро повыбирать, когда же какое дело можно делать, вы можете пользоваться вот этими иконками. Потому что персональные данные здесь учитываются, и общие данные здесь учитываются тоже. Для того, чтобы распечатать календарь, вы, в принципе, можете поубирать, например, то, что вам не нужно, оставить только то, что нужно. Да, можете вообще сделать какой-нибудь вот такой вариант. Допустим, символические звезды все поубирать и оставить только иконки, да, если вам нравятся больше иконки. Можете выбрать еще какой-то вариант, то есть тут можно подстроить это все под себя, чтобы у вас вид календаря был наиболее удобным именно для вас. А можете иконки, например, удалить, распечатать только с персональными иконками. Тут смотрите, как хотите. Мы также, кстати, сделаем еще, чтобы для тех, кто персональный календарь заказал, был вывод сделан файл, чтобы можно было этот файл еще и сохранять на компьютере и пользоваться на компьютере, когда у вас нет интернета. Это в ближайшее время произойдет. Как только произойдет, мы вам об этом обязательно расскажем. То есть, как вы уже поняли, это у нас персональные данные, что хорошо и что не очень хорошо делать в этот день. А это у нас общие совмещенные уже какие-то характеристики, то есть советы на этот день. Обычно зеленое – это то, что стоит планировать на такой день, а красное – это то, что не надо планировать. И если вы какое-то дело в списке не нашли, потому что не всегда списки такие длинные, да, бывает покороче, например. Если какое-то дело не нашли, то планировать его нейтрально в этот день. То есть ни бонусов каких-то определенных не получите, ни минусов. Это тоже нормально. То есть все дела не обязательно бывают либо хорошими в этот день, либо плохими. Какие-то просто можно делать, но совершенно спокойно, да, но при этом ни бонусов не будет, ни неприятностей.
Если мы кликнем на, давайте, допустим, здесь побольше информации, кликнем на день какой-то конкретный. Пока что я рассказываю про профессиональную версию календаря, да, потом, соответственно, попозже расскажу про пользовательскую, если вы не любите иероглиф. Итак, мы видим по-прежнему все то же самое. Иероглифы дня у нас летящие звезды, цемень, если вы им пользуетесь. Описание дня у нас, вот здесь название сезона есть, название дня недели. Вот у нас описание дня, написано общее описание. Дальше у нас идут персональные данные. И для того, чтобы проще было пользоваться и выбирать этот день, сверху идут совмещенные плюсы и минусы. То есть, опять-таки, эти плюсы и минусы уже полностью совмещенные. Ваши персональные данные объединяются с общими данными календаря, чтобы было проще разбираться. Потому что обычно возникает противоречие иногда. День хороший, допустим, в общем, а для человека плохой. Или наоборот. Вопрос, что делать. И здесь, когда вы смотрите на персональные данные, вы уже видите какие-то рекомендации, потому что там у вас были просто иконочки, на которые можно было навести мышку и посмотреть, что же это означает. А здесь вы видите, что написано. Влияние дня действует на вас сильнее, звезда благоприятна для начала бизнеса, день подходит для начала командировки, и так далее, и так далее. То есть вы можете посмотреть эти описания. Это общие характеристики дня. То есть, видите, допустим, здесь 3 у нас получилось индикатора безопасности. То есть день для вот этого конкретного человека, он, скажем так, это тот день, когда надо быть достаточно внимательным. За рулем, когда человек едет, какие-то важные дела, если уж он назначил, то надо предельно внимательно все проверять, не совершать каких-то таких внезапных спонтанных поступков, потому что будет только хуже. Вот. И видите, здесь это все написано. То есть это, конечно, не значит, что человек в этот день должен сесть дома, да, закрыться пледом и целый день сидеть и трястись. Ничего страшного, как правило, нет, потому что для того, чтобы действительно что-то плохое произошло, нужно, чтобы очень многое сошлось в одной точке. Но вообще китайская метафизика, она дается именно для того, чтобы мы пользу какую-то искали, да, какие-то плюсы, а не пугались всего подряд, как иногда это вот приходится видеть. Да? Поэтому, если вы видите какие-то красные индикаторы, не расстраивайтесь, просто понимайте, что в этот день вам нужно быть более сознательным. Не витать где-то в облаках, да, а хорошо осознавать, что происходит, и контролировать обстоятельства. Вы можете посмотреть на каждый час. Каждый час календаря тоже у нас есть, соответственно, плюсы и минусы объединенные. Иногда, если не подходит для важных дел, значит, просто важные дела нет смысла назначать на это время. Опять-таки, важные – это те, которые повлияют потом на вашу дальнейшую жизнь. Не все подряд. Вот. И каждый час есть описание, есть персональные какие-то моменты, которые вы можете тоже посмотреть. Обычно, если вы хотите добиться какого-то успеха в выборе дат, вы выбираете хороший день и в этом дне хороший час. Если же вам что-то надо сделать в плохой день, то не надо расстраиваться, надо выбрать в этот день хороший час. То есть час, он очень важен, потому что он ближе к телу. Именно поэтому у нас во всех часах стоят, видите, индикаторы. Какие-то часы больше связаны с человеком, какие-то меньше связаны с человеком, какие-то приносят ему звезды благоприятные, хорошие, например, для общения с вышестоящими, какие-то, допустим, приносят звезды, когда надо поберечься. То есть все это можно внимательно отследить. Так, давайте посмотрим теперь. Да, вот еще хотела показать одну штуку такую замечательную. Видите, у нас здесь есть иконочка такая, карандашик. Если вы на нее кликаете, вернее наводите сначала, вы видите добавить заметку дня. И точно такие же заметки есть в часах. Когда вы кликаете, у вас появляется название заметочки, которую вы можете либо не вводить, тогда у вас она будет привязана просто к часу и к дню конкретному. Соответственно, написать текст заметки, добавить или не добавить в календарь событий и сохранить. Такие заметочки, они позволят вам какие-то свои мысли записывать, например, важные часы, чтобы не забыть потом, и добавлять их, соответственно, в свой календарь для того, чтобы не пропустить.
Если у вас есть наша программа «Альманах» на телефон, на iPhone она есть сейчас, iOS-приложение, да, и Android, то в этой программке вы можете синхронизировать с сайтом данные и получить все те же заметочки, которые вольются прекрасно в ваш календарь на телефоне. И если вы поставите оповещение, то вам придут оповещения о каких-то важных часах, когда надо что-то сделать. Это очень удобно. Я обычно, когда, например, цемень смотрю, то что-нибудь пишу, себе запоминаю, да, чтобы это было сохранено у меня и никуда не потерялось. Давайте теперь посмотрим пользовательскую версию, непрофессиональную, потому что есть люди, которые не пользуются иероглифами, и, в общем-то, в этом нет ничего страшного. В принципе, китайский календарь Туншу – это календарь, который нам рассказывает о характеристиках дня, о различных событиях. Вот, и можно посмотреть просто описание. Когда вы включили пользовательскую версию, то есть отключили профессиональную, у вас точно так же будут показаны все персональные данные, общее описание. Просто здесь не будет иероглифов, не будет цемей. Точно так же будет описание часа с заметочками, с общими плюсами и минусами, на которые стоит в первую очередь ориентироваться. Вот, то есть вы можете это все посмотреть. Если мы перейдем к месяцу, то мы увидим здесь тоже все то же самое, но без иероглифов. Тоже вы сможете посмотреть свои индикаторы, да, или, например, взять все, отключить, и будете видеть тогда только свои индикаторы какие-то. Вот. Или включить, и, соответственно, у вас будет больше информации. Выбирайте так, как вам нравится. Кстати, по просьбе пользователей сайта мы немножечко подредактировали вывод на печать. Сейчас буковки немножечко побольше, ну и картинка стала такой более, скажем так, удобочитаемой. Да. Если все еще вам, например, какие-то моменты там сложно читать или какие-то моменты вывода на печать не очень удобно для вас, пожалуйста, пишите в обратную связь. Потому что мы хотим, чтобы сервисы наши были для вас очень удобными. Если мы от вас получаем обратную связь, мы можем что-то подредактировать, что-то добавить, что-то убавить. Да? Если никто ничего не пишет, молчит, то мы и не знаем, что вы там думаете. Поэтому, дорогие товарищи, пожалуйста, пользуйтесь нашими сервисами на здоровье, как бесплатными, так и платными. И вы можете дальше посмотреть, каким образом работает персональный календарь, да, заказать для себя месяц, например, проверить, нравится вам, не нравится, удобно, неудобно. И если хочется что-то добавить, например, какие-то еще звезды дополнительно, можете нам написать в обратную связь, и через пару-тройку месяцев мы вот всю эту информацию соберем и посмотрим, что еще можно сделать интересного. Ну что же, всем удачи. Надеюсь, все будет понятно. Если что-то непонятно, опять-таки пишите в обратную связь, пожалуйста. Всего хорошего. До свидания.